Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня новый хобби-влог. А, Хочу показать, что раскрашиваю. Плюс небольшую покупочку у меня была. Она уже, собственно говоря, давно у меня. Но все как-то не судьба вам ее показать. Я, когда получила эту покупку, собственно говоря, я еще болела даже. Давайте покажу. Решила я пораскрашивать. Увидела как-то у девчонок, девочки красят в раскраске. Сейчас не вспомню, как правильно называется. Тоже что-то с узорами. Собственно говоря, Лена красила пионы. Мне очень понравилось. Раскраска, в принципе, на тот же манер, только у меня великолепная книга раскраска. И захотелось мне тоже здесь пораскрашивать. Как раз у меня появились новые брашпены акварельные, и мне захотелось где-то ими покрасить. Я вспомнила, что здесь вроде как, несмотря на то, что бумага достаточно тонкая, не протекают брашпены, не протекает акварель. Кстати, удивила раскрасочка. Ну и я решила новыми брашпенами раскрасить иллюстрацию. Ира тоже присоединилась ко мне, мы решили вместе раскрасить ее. Так что вот такие вот получились цветочки. Фон решила не делать, я вообще решила в этой раскраске не заморачиваться. Она мне и так как-то тяжело идет, и поэтому я решила, такая легкая будет отдыхалочка, буду красить, где мне что нравится. Ну, таким образом хотя бы я ее буду красить. Вот такие цветочки получились, очень нравится. Ну и также, как вы уже поняли, у меня здесь был раскрашен вот эта страничка, мы красили тоже здесь с Ирой. Мы, собственно говоря, здесь всегда с ней красим. Начинали, по крайней мере. И я решила продолжить, докрасить уже этот разворот. Сделать. Сначала была задумка разными их сделать, потом думаю, ну пусть будет уже единый, более-менее единый, потому что здесь другие брашпены были. Решила докрасить с этой стороны. Ну, наверное, здесь уж придется сделать фон, потому что, ну, чтобы единый разворот был. Вот сижу, крашу. Тоже ничего не протекает, видите, все прекрасно. Ну и также вот раскрасила здесь же листочки. Не знаю, здесь тоже не предполагается, в общем-то, фон, как я уже сказала. В таких вот буду просто раскрашивать. Ну, здесь, понятное дело, будет все закрашено. Просто в некоторых моментах этот фон сидеть прорисовывать здесь сложновато. Вот здесь, понятное дело, такие вот узоры, их закрасить можно, странички, и там и фон даже сделать где-то как-то. Ну, вот в такие, как это, как здесь, не знаю, не особо хочется. Или здесь, представляете, сидеть прокрашивать этот фон. В общем, я решила, пусть это будет такая легкая отдыхалочка, раскрасочка. Буду красить без фона в основном. Здесь вот на черном фоне цветочки неоновые делала. Ну, крашу. Ну и, собственно говоря, про фломастеры, про брашпены. Мне Люда уже, наверное, месяца 3, если не больше, мне кажется, больше, все хвалила, рассказывала про вот эти брашпены. Очень они ей нравятся, она мне советовала, но я как-то игнорировала. Ну, игнорировала не потому, что не хотела, а потому что достаточно уже у меня брашпенов. Ну, как-то в последнее время и черные позаканчивались, и еще какого-то мне не хватало оттенка. И я все-таки решилась взять. Это брашпены от фирмы Ста. Я взяла 48 цветов. Мне пока этого вполне достаточно, так как я уже говорила, мне достаточно и фломастеров, и маркеров, и брашев. Поэтому это было просто больше как попробовать, неужели они хорошие такие. Ну и какая-то новинка. Собственно говоря, выглядят эти браши вот так. Держать в руке приятно, удобные, легкие. И мне почему еще я их взяла, понравилось здесь с одной стороны кисть обычная, да, вот браш, а с другой стороны такой тонкий вот фломастер, что тоже здорово. Если я думала, если не смогу кистью, то я, в общем-то, их смогу использовать как обычные фломастеры. Поэтому взяла. Ну, собственно говоря, брашами я довольна. Здесь они, как я уже сказала, в этой раскраске вообще не протекают. Здорово. Ну, конечно, если не елось на одном месте полчаса. Они хорошо прям так напитаны. Несмотря на то, что здесь всего лишь 48 оттенков, достаточно хорошие оттенки. Мне нравятся. Давайте покажу. Так, небольшую выкраску сделала для вас на скорую руку.
Нравится вот теплый такой желтенький. Очень нравится. Нравится вот этот вот не серый, не фиолетовый, такой интересный. Есть пару неоновых оттенков. Этот такой тоже между ними оттеночек. Очень нравится вот этот оттенок яблока. Да, в общем-то, в целом все хорошие оттенки. С удовольствием буду красить. Поэтому хорошо напитаны, видите. Мне нравится. Ну и, к слову, ничего не протекает, не просвечивает. Хотя я тут некоторые вот елозила, докрашивала. По несколько слоев пыталась, чтобы видно хотя бы был оттенок. Ну, вот, ничего не протекает. Так что, Люд, спасибо за совет. Действительно хорошие браши. Девчонки, кто смотрел на них, думал, то могу советовать. Да, действительно удобные. Держать удобно, легко. Такие стильненькие брашки. Я брала на Валберес, достаточно было как раз скидки, бюджетная цена на них вполне хорошая. Даже вот 48 цветов, неплохая палитра. Конечно, может, каких-то не хватает. Сюда бы еще пару-тройку оттенков бы можно было бы добавить, но в целом достаточно неплохая палитра. Яркие, посмотрите, сочные, хорошо прям так напитанные они, я бы сказала, даже очень хорошо. Некоторые прям такие водянистые, аж слишком их видно. Ну и не просвечивает ничего. То есть для многих раскрасок это будет прям вау. Ну, конечно, все зависит от бумаги, но вот, допустим, как я уже сказала, это раскраска, здесь бумага очень тонкая, я одно время прям расстроилась. Ну, вот эти достойно браши здесь красят. Поэтому, девчонки, присмотритесь. Не знаю, это, наверное, уже последний из покупок. Еще будет пару покупок, понятно, покажу вам в ближайшее время, так как они были сделаны, их просто долго жду. Ну, а в целом, наверное, пока хочу сесть на такую, знаете, канцелярско-раскрашивательную диету, потому что всего уже достаточно, всего много. Хочется хоть что-то закончить. Ну, чтобы хотя бы какое-то удовольствие получать от покупок, во-первых. Во-вторых, чтобы жалко портиться, все остальное лежит. В-третьих, ну, уже как-то надоело бездельничать. У тебя есть и я хочу. Поэтому, да, немножко сделаю такую передышку. Плюс нужно действительно хоть что-то хорошо освоить, чтобы учиться чему-то новому. В общем, я для себя такую легкую установку сделала. Ну и как минимум, наверное, не знаю, до осени посидеть на такой небольшой диете канцелярской, как я уже сказала, по поводу канцелярии, раскрасок, дабы немножко разгрузиться, потому что мне уже в целом даже, вы знаете, во-первых, не хватает времени на все. Глазами я бы все использовала, все раскрасила, все покрасила, всем бы пользовалась. Но не хватает 24 часа в сутки, чтобы это все сидеть, красить, раскрашивать, использовать. Поэтому да, нужно, наверное, хоть немножко что-то использовать из всего этого. И как канцелярию, так и раскраски. Во-вторых, как я уже сказала, уже то берешь. Есть хотелки, но опять же тоже уже такое чувство, когда, знаете, купил, ждешь, вроде бы ждешь, хочется, получил, ну, попробовал, ну и ладно, все, и слава богу. То есть как бы нет уже вот этого, вот, знаете, трепета, о, вау, я купила, классно, у меня теперь есть эта раскраска, у меня теперь есть карандаши. То есть уже сидишь и не знаешь, не понимаешь, хочу, не хочу, надо, не надо. В общем, я решила на небольшую диету присесть. Надеюсь, мне кто-нибудь из вас поддержит тоже. Немножко подсядет на такую диетку, дабы разгрузиться. Ну и все-таки, наверное, нужно сидеть больше учиться, красить, чем все подряд покупать. Так что я буду пока диетить. Не только на основной диете, но и на канцелярской. Так что, девчонки, не будем о грустном. Понятное дело, то, что было раньше заказано и до сих пор жду, я вам покажу. Еще будет пару покупок. Как ни крути, от этого никуда не денешься. Хочется все попробовать. Еще есть очень много хотелок, но все-таки нужно себя как-то придержать. Так что крашу. Буду сейчас красить, докрашивать вот эту
иллюстрацию. Здесь, как я уже сказала, и в этом варианте я уже, скорее всего, ну, фон я не буду делать, особо его тут и не вижу. Банально голубым делать не вижу смысла, или желтым, да и как-то не очень, не знаю. Пока оставлю так. Как я уже сказала, буду такие вот узорчики делать, знаете, легкими отдыхалочками. Хочется пораскрашивать что-то такое простенькое. Вот браш в помощь. Здесь, наверное, скорее всего, то же самое. Здесь вообще еще взяли, заполнили это все дело. И буду сидеть, так скажем, баловаться. Раскрашивать в свое удовольствие. Уж лучше получать удовольствие, чем сидеть, мучиться, да, с какой-то раскраской. Поэтому, да, буду делать так. Сейчас хочу раскрасить, вот докрасить эту иллюстрацию. Здесь вот взяла зелененький. Я тут крашу эти листочки, лепесточки. И потом хочу еще, есть еще одна раскраска. Там тоже мне маркерами, не маркерами, там фломастерами начинала. Один тоже разворот. Когда только еще купила, приобрела эту раскраску. Как она называется-то? Сейчас сразу не скажу. Зачарованный. В общем, покажу вам сейчас. Оставайтесь, кому интересно, со мной. Сад. Одна из первых моих раскрасок. Ой, мне неудобно красить. Хочу попробовать фломастером, если они брашем. Будет протекать, не будет? Ну нет, в общем-то ничего не протекает. Все хорошо. Так что бумага достойна. Чуть-чуть только залезла за контур. Хочу тоже там попробовать подобрать плюс-минус маркер. Ну, уже насколько это возможно. И докрасить одну иллюстрацию. Продолжаю свой хобби-влог. Сегодня такой фломастерный день получился. Брашивательный, да? Собственно говоря, вот это «Зачарованный сад» раскрасочка. Это моя, наверное, одна из первых. Ну, самая первая, я говорила, когда пошел этот бум на антистресс. Я ее покупала в Анапе. Это единственное, что я там нашла летом. Это был, я не знаю, 16-17 год. Как-то так. В общем, здесь у меня вот такой начатый был разворот. Мне бы хотелось его докрасить. Здесь у меня также был вот это вот ерундовина. Ну, знаете, были первые еще простенькие фломастеры, первые простенькие какие-то гелевые ручки. Баловалась, сидела. Что-то получалось, что-то нет. Но это еще были первые такие попытки красить здесь. У меня не было много канцелярии, поэтому красила. Здесь вот я пыталась акварель. Здесь, кстати, хорошо акварель выдерживает. Видите, начинала, что-то бросала, опять начинала. В общем, много тоже недоделок каких-то. И я хочу здесь все-таки, наверное, брашами сделать фон, дабы хоть немножко ее как-то освежить. И вот тут вот потом попробовать, ну, хотя бы так посредственно все-таки закрасить, чтобы уже хотя бы она была раскрашена, эта иллюстрация. Ну, вот здесь хочу взять, нам как-то отъехать бы. Раскраска маленькая. Так, давайте. Я хочу какой-то светлый взять браш. Прям светлый. И сделать такой фон. Здесь очень светлый. Ну, так, как я уже сказала, просто дабы освежить эту иллюстрацию, придать ей более такой приличный вид, то как-то красила. Фломастеры были прям совсем дешевенькие, мне кажется, из фикс прайса. Там же в Анапе купленный был такой дешевый сегмент. Надо отдать должное, выдержала бумага, даже их. Ну, я думаю, браши должна тоже выдержать. Знаете, ничего замудренного, да что такое? Ничего здесь такого замудренного, просто поприличней, чтобы выглядела наша иллюстрейшн. Вот. Будет как-то так поживее, что ли. То прям, не знаю, можно, в общем-то, по этим цветам пройтись, тоже взять какой-нибудь рыжий, более равномерно сделать оттенок. Но с другой стороны,
Бывает, знаете, так, что проще оставить как есть, чем что-то исправлять, дабы не испортить, не сделать еще хуже. Не всегда бывает, получается идеально исправить, и получается наоборот, ты не исправляешь, а портишь. Поэтому, исходя из этого, наверное, все-таки не буду лишнего тут ничего делать, просто чуть-чуть так вот, дабы, скажем так, освежить, сделать поинтереснее иллюстрацию, не такую, чтобы не такая пустая была. Я ее чуть-чуть тут добавлю фона. Ну, заодно потестируем с вами и здесь эти браши. Почему нет? Ну, это, наверное, конечно, светлый, уж совсем светлый брашек. Навряд ли он прям так сильно протечет. Но попробуем. Бывает, знаете, думаешь, ну вот он 100% не протечет. Ага. Не тут-то было. Все протекает. Поэтому, да. Вы знаете, какое-то странное чувство. После того, как вот у меня были эти раскраски, понятное дело, радовался этим раскраскам, когда других не было. Когда начали появляться более интересные, более дорогие раскраски и так далее, и уж тем более зарубежные, эти как-то отодвинулись в долгий ящик раскрасочки. Я прям про это вообще уже начала даже в какой-то степени забывать раскраскам. Но вот, не знаю, как-то так получилось, что... Да что ты, не хочет краешек. Как-то так вышло, что в этом месяце прям начала возвращаться к тем раскраскам, которые, казалось бы, я и красить-то не буду. Может быть, это обусловливается хорошими брашами, что вот более здесь можно раскрасить, разгуляться, да, допустим. И в связи с этим вспоминаешь про эти раскраски. Может быть, еще что-то. Может, перенасытился опять же уже по каким-то параметрам. Уже не знаешь, как говорится, чем себе угодить, да? Ну вот как-то начала вспоминать про такие вот простенькие раскрасочки, про те, которые особо уже не хотелось красить. Думаешь, ну у меня же столько классных раскрасок, что я буду в это сидеть, там, мучиться красить и так далее. Поэтому, не знаю, тут вдруг решила вернуться к этим раскраскам. Почему нет? Они тоже имеют место быть. Их тоже нужно заканчивать потихоньку. Поэтому вот, будем с вами периодически красить еще и в этих раскрасках. Я думаю, все-таки они стоят того. Здесь есть хорошие иллюстрации, прям очень красивые. Есть обычные, а есть действительно заслуживающие внимания. Ну и вы знаете, я посмотрела, вот даже Ира, еще девочки красят в этой же раскраске. И достаточно красивые иллюстрации получается. Бывает, смотришь раскраску, думаешь, да, ну зачем я ее взяла? Только деньги потратила. И не понимаешь вообще, с каких даже соображений ты ее взял. Но когда одну-две иллюстрации раскрасишь или увидишь у кого-то в раскрашенном виде, ты понимаешь, что очень даже красиво получается. И ты ее незаслуженно как бы отодвинул в долгий ящик. Поэтому решила дать им, так скажем, второй шанс. Так, ну что, ну, кстати, особо ничего не протекает. Ничего здесь критичного нет. Вот. И я думаю, уже поприличнее будет. Правда, мне не очень удобно, но мы с вами сейчас ее более-менее... Так, конечно, здесь можно будет потом, когда высохнет, чтобы сильно не протекло ничего, дадим просохнуть этому слою, потому что маркеры, как я говорила, хорошо пропитаны.
такие прям влажная бумага становится. Можно будет еще раз пройти, сделать более ровный фон. Ну, тут, конечно, уже большого шедевра не сделаешь. Уже испорчена частично иллюстрация этими фломастерами дешевыми. Но и такое бывает. Ничего страшного, как говорится. Вот такой вот получается неплохой рисуночек здесь. Вот такая вот. Тем более, что у меня как раз, как я говорила, в этом месяце по большей части я хочу все-таки закончить многие иллюстрации. Ну вот смотрите, уже даже по-другому, я надеюсь, видно, уже даже по-другому смотрится сама страничка, не такая белая. Ну вот многие сейчас тоже, может, где-то что-то, опять же, по той же схеме закрашу, и, может быть, будет даже интереснее смотреться, потому что некоторые вот есть такие даже здесь иллюстрации, которые даже не знаешь, как оформить. И я думаю, так даже приятнее, и она уже, в принципе, законченная, как бы считается, да, нежели просто без фона. Ну, здесь как-то все-таки просится в некоторых иллюстрациях, прям очень просится фон. Здесь вот тоже бы не мешало закончить. Как я уже говорила, я здесь баловалась во многих. Здесь вообще такая чудная, можно раскрасить иллюстрация. И в то же время простенькая. Нужно будет ее закончить. Вот такой небольшой у меня сегодня влог. Скорее, я бы сказала, по хвостушкам. Буду продолжать красить. Показывайте, пишите, рассказывайте, показывайте в своих видео, что вы раскрашиваете. Я вот не знаю, что сегодня еще буду, не буду здесь красить. Мне вот что-то сейчас пока листала, захотелось вот тут побаловаться, просто взять какие-то вот зеленые, может светлые, темные брашики и пораскрашивать, не знаю, вот эту вот иллюстрацию. Так, чисто простенько, тоже баловства ради. Ничего сверхъестественного не планирую здесь, но вот хотя бы частично. Вот эта вот часть все маркерами. Только единственное, птичку не знаю, как карандашами или чем-то раскрасить. Здесь очень интересные иллюстрации, которые тоже бы надо раскрасить. Она такая как раз, вот знаете, я бы сказала, летняя раскрасочка. Вот, и у меня еще здесь одна иллюстрация незаконченная тоже нужна. Ну, вот незаконченных вообще здесь много. Поэтому нужно будет заканчивать. Спасибо, что посмотрели, что были со мной. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Ну и всем пока-пока.